Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Неожиданности и сюрпризы июля. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. События до конца месяца. И у нас сегодня две колоды. Первая – это карты цыганского пасьянса старинного. Они больше показывают вот именно на события, что происходит. Но мы дополним и картами Таро тоже колодой. Конечно, это больше где-то вопросы психологии, но они нам, возможно, пояснят все то, что нам скажут карты пасьянса, и какие-то дополнительные, может быть, моменты, но раскроют больше, шире. Итак, давайте приступим. И я, безусловно, буду смотреть, какие значения совпадают. И вы, мои дорогие девы, тоже смотрите. Если я что-то пропустила, напишите, мы обсудим. Что же для дев неожиданности и сюрпризы до конца июля 2024 года, как видят карты пасьянса? Что это может быть? Смотрим. Вот какое-то известие может быть, которое где-то... Кстати, у кого-то оно уже могло произойти. Все же я это делаю на вторую половину июля. Но, может быть, у кого-то и в первой половине были какие-то внезапные новости, которые нас так вот где-то обесточить могут. Может быть, вы с чем-то столкнулись. С тем, что вот мы не можем этого исключить. Нам нужно либо предпринимать какое-то решение, либо предпринимать даже действия. Ну, давайте мы смотрим. У кого-то это, например, может проиграться так. Либо к вам едут гости внезапно, или вы вынуждены переезжать куда-то с учетом обстановки. Меня смотрят люди из разных стран, и обстановка, увы, каждого своя. А знаете, тут может быть какое-то внезапное известие даже о том, смотрите, кольцо выпадает, что вас кто-то готов поддержать. И в трудную минуту именно. Может быть, сложилась такая сложная обстановка, и кто-то вам сказал: бросай все, езжай ко мне. Вот буквально где-то в таком контексте или где-то вот в этой энергии может вопрос касаться или личной жизни, у кого-то вместе с семьей. Я понимаю, обстоятельства бывают разными. У кого-то из вас это может быть связано с тем, что ну, по работе тоже вот какие-то происходят изменения. И да, и необходимо поехать куда-то, отправиться. Или переехать, или сохранить какой-то союз. Но или заниматься какими-то вопросами, которые вы можете осуществить либо по части работы, если вы, к примеру, руководитель, или это когда вы в семье, вам приходится брать на себя ответственность. Вот есть такой момент, какой-то вопрос решать. Давайте смотрим дальше. Ну, наверное, чем бы тут как бы не разворачивались события, примите, что даже какая-то неожиданная новость, я понимаю, она у каждого своя, но вам, скорее всего, это по судьбе. Очень интересно, и в одной плоскости у вас выпадают карты, значения: колокол, кольцо. Полное исполнение желаний, мои дорогие девы, это колчан со стрелами. И действительно вот что-то вам как по судьбе. У кого-то может проиграться ситуация, не было бы счастья, да несчастье помогло, правда. Какой-то минус в последующем как раз, ну, как будто судьба, может быть, провоцирует какие-то моменты нашей жизни для того, чтобы мы, наконец, с чем-то определились или на что-то решились, согласились. Все-таки судьбоносность периода для вас может проигрываться в том или ином варианте. Или вот, к примеру, я сказала переезд или поездка, или к вам какой-то человек приезжает, встреча какая-то может быть, или ваше решение. Но, правда, есть вот от этого пункта будет какое-то продолжение. И это то, что мы говорим как судьба,
карма, которая находит выход, потому что в конечном итоге полное исполнение желаний. То есть что-то у вас получается, мои дорогие. Правда? И вот после этого, посмотрите, происходят перемены. У кого-то и переезд может быть, у кого-то переезд с семьей или соединение семьи, потому что одновременно часы– это перемены. Но в этой же плоскости у нас выпадает семейный очаг, костер, домашний очаг как бы, да. И хоть вы, допустим, в сольном варианте, у вас нет семьи, может быть, это вы решитесь на какой-то переезд. Знаете, это не будет легко вам даваться, правда. И вот эти переживания или где-то с учетом колокола вы можете себе надумать чего-то или начать сомневаться в человеке, потому что цепи выпадают. Вот по этим переменам, может быть, хочется что-то удержать из прошлого. А здесь, значит, будет такой момент, что от чего-то именно то, что было в прошлом, либо судьба, как освобождает, либо оно само пытается уйти. Будьте внимательны, но в конечном итоге это к вашему счастью. Вот как-то так. У кого-то получение новой должности. Корона выпадает. Для кого-то из вас, мои дорогие, это может еще означать важные согласования в плане документов, подписей, печатей. Или, ну вот, когда вы идете к чиновникам, получаете что-либо, да, или организовываете свою жизнь по-новому, и вам неизбежно тоже приходится оформить какие-то документы, бумаги. У кого-то будет связано с переездом, а у кого-то это ваш взлет по карьерной лестнице, какие-то перемены. И вполне вероятно, у кого-то предложение новой должности, потому что вот сначала приходит какая-то новость, которая может, ну, как я сказала, немного выбить из колеи. Может быть, у кого-то проиграется ситуация, вам предложили новое место, новую должность, потому что предыдущий, ну, человек, который прежде там работал, он не может продолжать по разным причинам. И для кого-то из вас вам придется быстро принимать решение. Вот это точно. Посмотрите, ведь мы, по сути, как 2 недели июля, вторая половина, смотрим с вами период. Да, у кого-то это уже произошло, вот если мы в самом начале вот эти значения берем. Но так или иначе, в течение июля вы увидите совершенно другую траекторию движения, совершенно другие какие-то перспективы перед вами открываются, и это по судьбе. И если даже у вас какая-то новость сначала вроде как обезоружила, обесточила, или вы о чем-то горюете, сожалеете, знаете, вот без этого невозможно, это как по судьбе, невозможно было обойтись, потому что только через вот какой-то колокол, через какие-то переживания или сомнения лежит дорога к счастью, к изобилию, процветанию, к исполнению вашей мечты. Вот как-то так. Давайте мы спросим у карт Таро неожиданности и сюрпризы, мои дорогие девы. Как видят карты? Неожиданности и сюрпризы для дев. Вторая половина июля. Королева жезлов. Могут карты просто говорить где-то о смене вашей энергетики. Это когда вы на что-то решитесь. Королева жезлов умеет правильно работать с информацией. Самое главное, она не повторяет пройденных ошибок. Она умеет правильно распорядиться с деньгами. И еще, она никому не расскажет о том, что она собирается делать. Вот для вас такая энергетика, когда вы что-то задумали, но оповещать всех совершенно не стоит. Потому что вот черный кот на коленях как раз и говорит: она умеет хранить тайны. И именно это вам помогает. Может быть, вам кто-то принесет, ну, как поделиться с другом, какую-то новость. А вы эту новость, которая вас, ну, где-то тоже ставит в тупик. Или неожиданная эта новость. Или какое-то известие. Вы сами ее проанализируете и каким-то образом примените на благо себе. Вот действительно так. Что-то вы сможете осуществить. Именно благодаря тому, что информация какая-то приходит. Неожиданности и сюрпризы. Ну, не сразу. Вот как перепутье какое-то. Двойка мечей — это всегда можно пойти и налево, и направо. Мы, единственное, не можем пойти вот дальше в том же ключе или продолжать так же, как это было прежде. Нет как будто ровной прямой дороги дальше,
А нам приходится поворачивать, повторяюсь, либо налево, либо направо. Нам приходится делать выбор. И здесь очень важно видеть, что есть по факту. Девушка у нас изображена с повязкой на глазах. И, кстати, вороны не что иное. Вот почему они изображены. И в этой колоде ворон символ мудрости. Вороны пытаются эту повязку стянуть с глаз девушки. Понятно, у них ничего не получается, но в итоге они еще больше запутывают волосы и своеобразная паутина мыслей. Поэтому, с одной стороны, анализируйте сами, что происходит вокруг. Вы можете собирать мнение, и да, умелая работа с информацией, но это не значит, что вы принимаете решение под давлением кого-то или позволяете себя кому-то уговорить. Вам нужно действительно открыть глаза и увидеть, что же есть по факту, не выжидая, а вот какое-то решение вам нужно принимать. Неожиданности и сюрпризы. Вот какая-то такая или информация, или событие. Но, скорее всего, девы принимают некоторый драйв. Вот такое решение. По рыцарю жезлов это когда мы готовы к неожиданностям. Обратите внимание, девушка нам показана в полном здравии, и она уверена, она даже хочет каких-то перемен, она только не хочет застоя или полного штиля. Она понимает, что да, у меня все получится, но для этого придется, может быть, какой-то путь пройти в одиночку или что-то важное, на что-то решиться, что-то осуществить. Иными словами, быть готовым к неожиданностям, держать руку на пульсе. И по тому, что происходит извне, принимать важные решения. Да, паж жезлов тоже говорит, это как новый жизненный этап. Наш жезл, указанный на карте, надеюсь, видно, очертил круг. И вот сейчас будет уже как бы второй виток. И вот для вас уже может быть все то, что я где-то с учетом цыганского пасьянса говорила, как новое предложение или ваше решение куда-то отправиться. Или, может быть, вы не отправляетесь и по работе, ну, нет каких-то изменений. Значит, в другой сфере вашей жизни тоже придется, ну, как-то себя реорганизовывать. Или, наоборот, организовывать по-новому. По сути, это одно и то же вашу жизнь, потому что обстоятельства могут так складываться. Неожиданности и сюрпризы. Каковы же сюрпризы? Король мечей. Король мечей – многогранная карта, и у кого-то может означать как раз чиновников или... Иногда это люди при форме, при погонах. Даже при форме мы можем говорить, что необходимость, например, пойти к врачу, определиться со своим здоровьем, что же есть на самом деле. У кого-то это могут быть с органами власти согласования, у кого-то могут быть и вопросы с правоохранительными органами, какие-то нюансы, тонкости. Но, безусловно, король мечей – это рационализм, хладнокровие, умение увидеть ситуацию по факту. Но вы можете столкнуться, может быть, и есть в вашей жизни просто человек, который рожден под знаком зодиака, стихии, воздуха, близнецы, весы, водолей. Тогда какое-то взаимодействие с ним. Но не расслабишься за вторую половину июля. Как быть готовым к неожиданностям, как самому принимать или самой решение, так и анализировать вам придется. Может быть, для кого-то из вас это будет тоже означать получение новой должности или предложение как таковой. Может быть, вам придется взять на себя ответственность какую-то. Давайте посмотрим, каковы же сюрпризы. Именно сюрпризы. Но у вас все получится. Аккуратно. И все то, что вот я озвучила по королеве жезлов. И где-то к тому, что мы готовы по рыцарю жезлов тоже к неожиданностям. Мы умеем анализировать, и выбор делать придется. Хотим мы или нет, какой-то жизненный этап уже завершается. Если мы сами не выходим навстречу собственной судьбе, то тогда вокруг происходят какие-то события. Но у вас выпадает карта мага, и поэтому вот так хладнокровно, спокойно вы можете закрыть любой вопрос. Что-то вы, мои дорогие девы, я понимаю, у каждого своя какая-то личная история, но основополагающее у вас будет решено в июле месяце. Или вы для себя совершенно новый путь какой-то наметите, или понимаете, что или сейчас я действую, или никогда. Вы на что-то должны решиться, разобраться, причем именно вы сами, не под давлением со стороны,
не под воздействием какого-то мнения или сбора информации, как мнение, да, хотя это не совсем вам свойственно, но мы же все разные. А здесь именно нужно принимать решение самому и быть очень внимательным к тому, что приходит на ваш порог. Карта мага, но все в ваших силах. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.